Однажды мастер взял с собой своего ученика в горы. Указав на скалу, он сказал: «В ней спрятана дверь в иные миры. И чтобы ее увидеть, нужны глаза духа. Поэтому медитируй». Год ученик сидел в позе лотоса, очищал свой ум и читал мантры. Ом Намах Шивая. Но ничего не происходило. Тогда еще год он решил призвать высшие силы и молился: «Отче наш, ежеси на небеси, да приидет царствие Твое, да пребудет воля Твоя». Ну и опять ничего не произошло. Субханаллах, Хамдулилlah, Аллах Акбар, лейла, Мухаммад Расулюллах. Ну и опять ничего не произошло. «Не вижу», жаловался он. «Сиди дальше», говорил мастер. Прошел еще год, и ученик бился в асанах, контролировал дыхание, голодал, но все еще так и не видел. «Не вижу», опять жаловался он. Мастер глубоко вздохнул, поднял с земли увесистый булыжник и со всей силы швырнул его в скалу. Раздался оглушительный удар, и посыпался град камней. И в пыли проступили очертания древнего заваленного прохода. «Иногда, — сказал мастер, потирая свои руки, — дверь нужно не увидеть. О, мой ученик, ее нужно просто выбить. Умными мыслями скалу не пробьешь. Нужны конкретные, грубые физические действия. Ты почти 3 года искал в себе духовные глаза, а нужно было просто начать долбить скалу. А вот и вся духовность. Вся Вселенная и миллиарды миров доступны духовному человеческому сознанию. Но мало кто из людей придет к этому пониманию. Медитация и созерцание развивает внимание, останавливает мыслепоток и расширяет сознание. Пересмотр жизни освобождает от психоэмоционального влияния и пробуждает в человеке внутреннее понимание. Чувство собственной важности, жалость к себе, страх смерти перестанут гложить. Каждый в этой жизни сильным стать сможет. Кто осознанно в сны свои войдет, тот тайну своего сознания узнает и поймет. Кто через пузырь своего восприятия попадет во второе внимание, тот получит силу и знания. Кто с помощью действий и поступков по духовному пути пойдет, тот любовь в своем сердце к миру найдет. Читать книги, чужие мысли, философию цитировать в жизни мало. Все это только игры разума и для эго забава. Духовность по жизни лишь тот обретет, кто нормы морали от Бога поймет. Многие люди в этой жизни увлекаются духовными учениями или различными религиозными эзотерическими течениями. Ищут тайну, ищут волшебный пароль, так сказать, а его нет. Есть только черная, потная, скучная работа. Работа, от которой твое эго будет скулить, как побитый щенок. Ты хочешь доступа к миллиардам миров. Но чтобы получить доступ к миллиардам миров, сначала нужно получить доступ хотя бы к одному миру. К миру, который находится прямо за порогом твоей квартиры. К миру, где ты вовсе никакой не центр вселенной, а песчинка. И это никакое не унижение, это облегчение. Когда ты понимаешь, что мир не крутится вокруг твоей персоны, ты наконец-таки сможешь вздохнуть свободно, полной грудью и заниматься своей собственной жизнью. Потому что прежде чем заниматься духовностью, нужно сначала самореализоваться в социуме.
научиться зарабатывать деньги и твердо стоять на ногах, а не искать способ, чтобы с помощью магии или волшебства, или Бога порешать свои проблемы. Проблемы своей собственной жизни. Потому что такого не бывает. Прежде чем заниматься духовностью, сначала нужно освободиться от своей собственной саморефлексии. Медитация. Медитация – это не просто расслабление. Это военная дисциплина для твоего внимания. Каждая попытка удержать фокус – это как отжимание от пола, но только для духа. Сначала будет больно, потом будет скучно, а потом ты увидишь, как твой ум, этот старый пройдоха, строит из себя дурака, рисуя картинки просветления. И ты просто сидишь и дышишь. И в этом вся суть. Тишина. Пересмотр. Пересмотр – это не ностальгия. Это хирургическая операция без наркоза. Ты берешь скальпель воспоминания и режешь свой прошлый опыт, чтобы вытащить оттуда занозы, обидные слова, страхи, чувство вины. Они сидят в тебе как паразиты и высасывают твою силу. И ты вытаскиваешь их одну за другой. И сжигаешь свою карму. И после этого остаются только шрамы. Только шрамы и невероятная легкость. Легкость освобождения от своей собственной саморефлексии. Чувство собственной важности, жалость, страх смерти – это вовсе не твои чувства. Это паразиты. И они пытаются твоей энергией, пока ты спишь. Сталкинг – это охота на этих паразитов. Ты выслеживаешь их в каждом своем поступке, в каждой своей мысли. Почему я обиделся? Ага, вот оно, это чувство собственной важности, которое меня кусает. К черту его! Почему мне грустно? Почему я так страдаю? Я бедный и несчастный, а это жалость. Жалость к себе, которая время от времени выползает и заставляет тебя плакать. И ты вовсе не борешься с ними. Ты их высмеиваешь и лишаешь силы. Потому что без энергии твоих страданий они сдуваются. Сдуваются, как воздушные шарики. Осознанные сны. Осознанные сны – это никакое не развлечение. Это учебный полигон. Там, где законы физики твоего мира не работают. Там ты учишься тому, что реальность пластична. Что ты можешь летать, проходить сквозь стены, менять декорации своих сновидений силой своего намерения. Зачем? Да чтобы, проснувшись, ты наконец-таки усомнился, а не такой ли это сон и это реальность под названием жизнь? И если ты там можешь все, то что тебе мешает это здесь? И это вовсе никакая не вера в невозможное, а реальный способ приобрести навыки, которые выходят за рамки всех известных физических законов. Не сегодня, не завтра, а через годы упорного труда. Когда реальный мир и миры снов схлопываются, ты становишься иным. Второе внимание – это не новое зрение, это снятие повязки со своих глаз. Ты всю свою жизнь смотрел на мир через грязное кривое стекло своих оценок, страхов, желаний. Второе внимание – это когда ты это стекло разбиваешь. И видишь мир таким, какой он есть на самом деле. Не добрым, не злым, не дружественным и не враждебным, а просто живым, текучим, красивым. И ты часть этой жизни. И это дает тебе силу. Силу не управлять, а силу соприсутствовать. А теперь самое главное. Все эти книги, техники, религия, эзотерика, уровни, ступени – все это пыль.
если за этим не стоят твои реальные действия и поступки. Духовность измеряется не часами медитации, а тем, как ты разговариваешь с кассиром в магазине, с тем, как ты смотришь на прохожих людей на улице, которых ты встречаешь, улыбаешься ли ты им, как выполняешь свое слово, держишь ли ты свое слово, хозяин ли ты своим собственным словам, как относишься к тому, кто слабее тебя. Нормы морали, культура воспитания от Бога. Это не религиозные догмы. Это техника безопасности для твоей души. Когда ты начинаешь работать с высоким напряжением этой реальности. А если ты нарушаешь законы этой реальности, то тогда она бьет тебя током. И не потому, что Бог тебя накажет, а потому что это законы мироздания. Что посеешь, то и пожнешь. Так что хватит просто читать и философствовать, потому что пора время от времени начать что-то делать и пачкать свои руки. И вот конкретные инструменты. Инструменты из моего канона, из моих славненьких стишочков. Не завтра, не вчера, а прямо сейчас. Первое – это медитация. Медитация – это остановка своих собственных мыслей. Что делать? Сиди с прямой спиной 10 минут. Все внимание направь на точку чуть ниже носа, где ощущается движение в воздухе. На вдохе и на выдохе. Пей воздух, как воду. Почувствуй, как этот воздух, как вода, проникает в тебя и как выходит из тебя. Не контролируй свое собственное дыхание, просто чувствуй его. Как? Мыслей будет море. Не гони эти мысли. Не вовлекайся. Каждая мысль – это как облако. А ты это небо. Пускай эти облака просто плывут мимо. Потому что небо всегда остается. Просто возвращай свое внимание к точке дыхания. И снова пей воздух, как воду. Зачем? Таким образом тренируется мускул твоего внимания. Он учит тебя, что ты – это не только твои мысли. Ты – это небо. Ты – это все, что окружает тебя вокруг. К чему это приведет? Это приведет к состоянию глубокого покоя, к возможности остановить свой внутренний диалог по команде в любое мгновение и к ясности ума. То, что многие люди говорят: я осознанный. Но будут и побочные эффекты. Сначала сильное сопротивление. Не хочу, хочется спать. Появится внутреннее раздражение, я не могу, это скучно. А потом могут всплыть подавленные эмоции. И это нормально. Когда долго что-то повторяешь, все прорвется и лопнет, как плотина. Пересмотр жизни. Пересмотр жизни – это освобождение от прошлого. Это глобальная техника, на которую уходит минимум 5-7 лет твоей жизни. И которая, кстати, у магов или волшебников не заканчивается в жизни никогда. Потому что это основной источник нашей энергии и нашей силы, которую мы способны себе вернуть. Что делать? Вечером перед сном выбери одно событие сегодняшнего дня, где ты испытал сильную эмоцию – злость, обиду, стыд или восторг, радость. Вспомни его в деталях, как фильм. А затем пересними его заново. Войди в эту сцену, как сегодняшний день. Осознанно. Посмотри на всех участников, включая себя вчерашнего, со страданием и пониманием, и скажи мысленно то, что нужно было сказать. Забери свою энергию обратно. Потому что если ты так сделаешь, это отключает твои эмоциональные крючочки прошлого.
Именно это очищает твою психику и возвращает твою силу, потраченную на переживания. Это можно делать сегодняшним днем, со вчерашним днем, но и можно сделать со всей своей жизнью более глобально. Возвратить, так сказать, себе силу всех своих переживаний. К чему это приведет? А это приведет к легкости. К тому, что прошлое перестанет болеть и управлять твоими реакциями прямо сегодня, здесь, в настоящем. Но будут побочные эффекты. Могут быть слезы, жалость к себе, депрессия, катарсис. А может все время тянуть в сон. И это знак. Знак освобождения твоей собственной внутренней силы. Сталкинг. Что такое сталкинг? Сталкинг – это борьба со своим собственным эго, с чувством собственной важностью, жалостью и всеми страхами. Страх потерять работу, страх потерять любимого человека. Любой страх – это всегда страх смерти. Что же нам с этим всем делать? Весь день просто будь детектором своего эго. Лови момент, когда ты обиделся, разозлился или испытал по отношению к себе жалость. И задай себе вопрос, затронуло ли это твое чувство, твою собственную важность? И где во всем этом ты? Почувствовал уныние, бедный я, или стало грустно, спроси себя: здравствуйте, это что? Жалость к себе? А чего я таким образом на самом деле пытаюсь добиться? Ведь на самом деле нет никакой разницы, как ты реагируешь на события. Плачешь ты или смеешься. Результаты просто разные. Как-то так. Испугался будущего или вообще испугался болезни, потери. Спроси сам себя, это что такое? Это страх смерти? Но я же по-прежнему дышу. Разве он реален прямо сейчас? Я же еще не умер. Не подавляй свои чувства. Просто называй их своими истинными именами и лишай их власти. Лишай их власти тайны и возвращай свою силу. Смейся. Ты спросишь меня, зачем? Потому что это разрушает твои автоматические программы и делает тебя хозяином своих собственных состояний и, как следствие, собственной жизни. А не рабом своих шаблонов и стереотипов. К чему это приведет? Это приведет к невероятной эмоциональной внутренней устойчивости, к спокойствию, гармонии, которую нельзя вывести из равновесия какими-то мелочами, которые вечно происходят в нашей жизни. Но будут и побочные эффекты. Сначала будет ощущение, что ты живешь в цирке ума. Потому что мысли, так же как и чувства, ощущения, эмоции, они же как паровозики, которые вечно бегают по твоему телу абсолютно бесконтрольно. Посмотри на них. Посмотри на них. Потому что потом будет ирония. Появится улыбка, смех и легкость. Легкость отношения прежде к самому себе. Но уже потом ко всему остальному. Потому что в этой жизни нет ничего важного. Потому что вся наша жизнь – это очень большая глупость. Просто у кого-то она контролируемая, а у кого-то нет. Осознанные сны. Осознанные сны – это очень интересные путешествия. Что же делать? Перед сном дай себе четкое намерение. Сегодня я осознаю, что сплю, и найду во сне свои руки. И положи рядом с собой блокнот. Лежа в кровати, расслабь свое тело и повторяй это намерение до тех пор, пока не уснешь. А уснув в какой-то момент, ты сможешь заметить нестыковочку. Летаешь, видишь покойника, не можешь прочесть текст во снах. И в этот миг остановись и спроси себя: здравствуйте, по-моему, я сплю.
И когда ты получишь внутренний ответ «да», посмотри на свои руки. Не радуйся, не пугайся, не испытывай никаких эмоций, а иначе тебя сразу же оттуда выкинет. Просто смотри на свои руки. И просто иди и исследуй мир своего сна. Свой пузырь восприятия, новый пузырь восприятия. Потрогай предметы, посмотри на свои руки и попробуй полетать или пробежать сквозь стену. Зачем? Потому что это стирает грань между сном и явью. И учит, что реальность субъективна и управляема. Управляемая твоим собственным вниманием. К чему это приведет? Это приведет к контролю над своими собственными снами. К возможности получать ответы из своего собственного подсознания и к пониманию иллюзорности, твердости мира. Но будут и побочные эффекты. Могут возникнуть страхи, различные состояния, выход из тела, который может тебя напугать, ложные пробуждения. Главное при всем при этом это сохранять спокойствие и любопытство. И однажды мир сна и реальности схлопнется, и ты приобретешь навыки, о которых даже не смел и мечтать. Но не сегодня. Как в книжках. И не завтра, а через годы. Безупречность. Безупречность – это на самом деле наши безупречные поступки и действия. Что же делать с этой безупречностью? Чтобы познакомиться со своей внутренней вечностью. Сегодня возьми сегодня и соверши одно маленькое, но абсолютно безупречное действие. Выбери что-то простое, но то, что ты обычно делаешь спустя рукава. Или избегаешь, не нравится. Помыть посуду, не откладывая на завтра, вынести мусор прямо сейчас, заправить свою постель с утра в конце концов. Выполни обещание, данное себе, например, вчера, пройти 5000 шагов или отжаться от пола хотя бы 30 раз. Сделай это с полным вниманием, как самый важный ритуал в твоей жизни. Без ожидания похвалы и награды. Зачем? Во-первых, это дисциплинирует тебя. Во-вторых, это тренировка для твоей воли. Так же, как бицуху качать. И это заземление духовности в материю. Это язык, на котором говорит твоя душа с твоим телом и миром. К чему это приведет? Это приведет к чувству внутренней целостности и приобретенной силы. К уважению самого себя. К тому, что мир начнет доверять тебе, и ты отвечаешь ему взаимностью. Но будут и побочные эффекты. Может показаться все это скучным каким-то и незначительным. И даже абсолютно неважным. Но именно в этой незначительности и скрыта вся твоя сила. И основная сила на самом деле заключается в одном слове. Один поступок. Всего лишь один маленький шажочек ведет тебя к вечности. Через дисциплину. Через преодоление всех своих невозможностей. И именно после этого для тебя начнет работать правило 3Н, которое ты можешь приложить к любому событию в своей жизни. Что такое правило Н? Нет ничего невозможного. И вот тебе инструкция. Инструкция прямо на сегодня. Выбери одну из этих практик, которые я только что перечислил. Не все. Не надо хвататься за все сразу. Одну. И выполни ее с максимальной отдачей. Не для галочки, а как будто от этого зависит твоя жизнь. Потому что смерть стоит за левым плечом каждого из нас и смотрит. Смотрит,
как мы танцуем. И если мы танцуем красиво, смерть улыбается, ей нравится. А если нет, она говорит, все, надоело. Следующий. А на сегодня все. Ставь лайк и подписывайся. Ну, если понравилось. Потому что дальше будет только интереснее.